Мы закупились. А то, как вы знаете, качки слишком много жрут. Повара бы, наверное, сказали, что за беспредел. Ну что, мы приехали в Ласnomiя Призму. Будем делать продуктовую корзинку, закупать и готовить еду. Пошли? Поскольку нам родители дали овощи, огурчики, помидорчики, поэтому нам сегодня не потребуется. Но в Призме, конечно, они сегодня так себе, особенно вот эти. Антиреклама пошла. Бананы из углеводов у нас уже закуплены, так что сегодня будем чисто мясо и углеводы приобретем и посмотрим, что в Призме еще продолжает. Смотри, лисички 24 евро. Вот это, кстати, шашлык мы на летних днях использовали. Очень вкусный. Recommendation. И всего сейчас по цене 6,95 за 800 грамм. Куриная грудка почти 6 евро за килограмм для пасты. Итак, шпинат для пасты. Так, и цена где у нас? Вот. Евро 29. Кстати, кто не успевает дома приготовить, всегда в Призме можно взять с собой. Блин, ну я бы, наверное, советовал картошечку, ну и мясо какое-нибудь. Что-то тут выбор сегодня невелик. Да. Нам нужны сливки для пасты. Вот мы такие для готовки. Цена евро 31. Тут, кстати, есть и безглютеновые, так что в Призме очень удобно выбирать. Запрещеночка. Возьмем? Не такую хочу. На массонаборы лучше всего работает. Кстати, в Призме очень большой выбор рисовых галет. Они тут и вкусовые, ну, кто любит с шоколадом, то есть и с шоколадом, но они менее полезны. А так очень много всяких с приправами, типа сырных. Кто любит чипсы, это прям лучшая тема использовать, если прям уж не можете без них. По крайней мере, они будут сделаны из риса. Также с луком, с паприкой, опять же с сыром, ну и сладкие. Пойдем дальше. Нам придется поработать. Как истинные итальянцы, Придется потерешь на терке. потереть на терке. Сыр стоит 2,79, в лактозе лаба 180 грамм. Потом посчитаем, сколько нам обойдется паста. Так, нам нужно песто. Так, будем светлого, зеленого, с базиликом, который. где такое общество происходит? Да, будем подешевле брать. Конечно, вот Rainbow фирм, еще и с орешком. На, сравни там их состав. Rainbow фирма это финская, как раз, которая представляется в Призме, поэтому она всегда дешевле, чем эстонская. Хотя это Еще такая привозная. есть, смотри, экстра. Да подожди. Тут 520 калорий, тут 441. Здесь вообще 365. Дешевле всех. Дешевле или не Евро то? 31 стоит. А если она невкусная? Как она может быть невкусной? Скажи, она тоже экстра. Ладно, берем финское. Хоть где-то сэкономим. А то, как вы знаете, качки слишком много жрут. В прямом смысле этого слова. Тоже со скидкой. Поскольку мы рисово Зависимо. зависимые люди, у нас вон 8 пачек. Хера себе жрать, это всего лишь на пару дней. Вообще ужас. Дурум. Поэтому мы берем именно вот эти. Кстати, эстонские тарту-мил. Готовится 10 минут. Ну что, Бери. нам все? Да. Ходили за пастой, купили на 65 евро. Да нет, на самом деле просто 8 пачек риса, плюс еще дополнительно мы взяли Оливковое. куриный шашлык, оливковое масло, которое стоило, ну, оливковое масло вообще стоило там 20 евро. 19 чем. 19,99. Ну, 19,99. Поэтому, если минусовать, то где-то 20 евро на пасту. Ну что, закупились? Мы закупились. А продукты мы несем конкурирующей фирме. Максима Forever. Будем готовить пасту. У нас шпинат, лук, сливки,
Курочка, песто и макарошки. Бурум. Итак, что, погнали. Сейчас в данный момент 10 часов вечера. Засекаем время. Сначала воду наберем. Чтобы макароны отварить. Нарежем сначала курочку. Так, это у нас 650 грамм курицы, то есть, соответственно, если в 200 граммах у нас 40 грамм белка, то, соответственно, у нас тут 145 грамм белка в одной курице. Так что ценность продукта у нас столько. А еще у нас лисички были заморожены. Будем их использовать в пасте. Не знаю, должно быть вкусно. Также у нас лучок. Остался готовим. Лук ядреный. О, прям очень ядреный. Поскольку у нас уже сковородка нагрелась, будем закидывать туда мясо с луком. Сейчас немножко обжарится, зальем водой, чтобы она потушилась. Тем временем у нас уже подошла вода. Так, поскольку у нас на эту пасту идет где-то пол пачки макарон, то есть если упаковка у нас 500 грамм, нам нужно 250. Даже получилось 300. Ну а тем временем, пока варятся макароны и обжаривается курица, не забудь подписаться, поставить колокольчик, поставить лайк. Может, еще что-то предложите, чтобы я приготовил. Паста уже готова, то есть можно подавать на стол. Ну и добавлять туда сыр. На сыр у нас уже натек. Пармезанчик. Так, дорогие друзья, в пасте получается у нас на общее количество это 142 грамма белка, где-то в районе 180 грамм углеводов и где-то 36 жиров. То есть где-то на порцию где-то выходит 40-45 грамм белка, плюс 60-68 где-то углеводов и 12 грамм жиров. Но это при том, что мы учитываем сливки и соус песто. Так что всем приятного аппетита, пробуйте. И всем пока-пока. Пока.